Здравствуйте, дорогие и уважаемые зрители! Сегодня давайте поговорим о такой щекотливой теме, как о митохондриях. Представьте, мужчина 62 лет просыпается утром и чувствует себя так, будто всю ночь разгружал вагоны. Ноги тяжелые, голова будто в тумане, энергии, как в старом фонарике с севшей батарейкой. И он думает, ну все, возраст. А я, как врач, говорю, стоп. Дело не в возрасте, дело в митохондриях, крошечных электростанциях внутри каждой клетки. Именно они решают, будете ли вы бодры в 70 или вялым уже в 55. И сегодня я объясню, что нужно делать, чтобы они снова заработали как новые. И если тема энергии после 50 вам близка, поставьте лайк прямо сейчас, потому что дальше будет информация, которая может изменить ваше самочувствие уже через несколько недель. Я рада приветствовать вас на нашем канале. Почему нашем? Я считаю, что канал, который рассказывает о здоровом образе жизни, есть общим, и я расскажу вам все простым языком, без заумных терминов. Исследования Harvard Medical School и Mayo Clinic подтверждают, после 50 лет активность митохондрий действительно снижается, но хорошая новость, их можно разбудить. И нет, для этого не нужно покупать дорогие добавки за тысячи. Нужно понимать 3 базовых механизма – движение, питание и кислород. И в середине видео я дам простой домашний рецепт напитка для поддержки митохондрий. Досмотрите обязательно, потому что дозировка имеет значение. С возрастом митохондрии становятся ленивыми. Представьте печку, которую давно не чистили. Она дымит и дает мало тепла. Также и клетки. Исследования National Institutes of Health показывают, что регулярная умеренная физическая нагрузка запускает процесс биогенеза митохондрий, то есть их обновления. Самое простое упражнение – быстрая ходьба 20-30 минут в день 5 раз в неделю. Темп такой, чтобы вы могли говорить, но слегка задыхались. Это безопасно для большинства людей, но если есть проблемы с сердцем, обязательно консультация врача. Теперь о дыхании. Кислород – это топливо для ваших митохондрий. Простое упражнение. Сядьте ровно, вдох через нос на 4 счета, задержка 4, медленный выдох на 6-8. Повторять 5 минут утром и вечером. Это улучшает насыщение тканей кислородом и снижает уровень стресса, который буквально выжигает клетки. По данным Johns Hopkins University, хронический стресс напрямую связан с ухудшением функций митохондрий. И если вы сейчас думаете, ну, дыхание – ерунда, попробуйте неделю и почувствуйте разницу. А теперь первый рецепт. Напиток для поддержки клеточной энергии. Теплая вода – 200 мл, сок половины лимона, щепотка куркумы, щепотка черного перца и чайная ложка меда. Пить утром натощак 3-4 раза в неделю. Куркумин обладает антиоксидантными свойствами и помогает защищать митохондрии от повреждений. Но важно, если есть проблемы с желудком или прием антикоагулянтов, обсудите с врачом. И не уходите. Дальше я расскажу о продукте, который, по данным европейских исследований, способен буквально омолаживать клетки после 50. Сейчас я скажу вещь, которая многим не понравится. Сахар – главный враг ваших митохондрий. Когда после 50 мы продолжаем есть сладкое, как раньше, клетки начинают работать в режиме перегрузки. Исследования University of Cambridge показывают, что избыток глюкозы усиливает окислительный стресс и повреждает клеточные структуры. Я объясняю пациентам просто. Если батарейку перегревать, она быстрее сядет. Поэтому правило первое – убираем добавленный сахар, сладкие напитки, выпечку каждый день. Не навсегда, но как минимум на 4 недели. И вот здесь важный момент. Если вы уже решили попробовать, напишите в комментариях «начинаю», а видео сохраните, чтобы не потерять рекомендации. Теперь о продукте, который поддерживает митохондрии. Жирная рыба. Скумбрия, сардины, сельдь. Омега-3 жирные кислоты снижают воспаление и улучшают работу клеточных мембран. По данным European Society of Cardiology, регулярное употребление омега-3 связано с лучшими показателями сердечно-сосудистой выносливости после 50 лет. Рекомендация простая. 2-3 раза в неделю по 100-150 граммов запеченной или тушеной рыбы.
Если есть противопоказания, обязательно обсуждаем с врачом. Но для большинства людей это безопасный и доступный способ подпитать свои электростанции. А теперь упражнение, которое запускает рост новых митохондрий – интервальная ходьба. Схема простая. 3 минуты обычным шагом, затем 1 минута более быстрого темпа, почти как будто вы спешите на автобус. Повторить 5-6 циклов. Всего 20-25 минут. Исследования Каролинского института подтверждают, что именно интервальные нагрузки активнее стимулируют митохондриальную адаптацию. И не нужно бежать марафон. Нам важна регулярность. Начинайте с 2 раз в неделю и постепенно увеличивайте до 4. Очень важен сон. Во время глубокого сна организм буквально ремонтирует клетки. Если вы ложитесь после полуночи и смотрите телевизор до часа ночи, митохондрии не успевают восстановиться. Исследования Стэнфорд Юниверсити показывают, что хронический недосып снижает клеточную энергию и усиливает воспаление. Оптимально засыпать до 23:00 и спать 7-8 часов. И да, я знаю, что привычки менять сложно, но попробуйте хотя бы 10 дней, и вы заметите, как утренний подъем станет легче. Теперь простой народный настой для поддержки сосудов и энергии. Смешайте по 1 чайной ложке сухих плодов шиповника и боярышника, залейте 300 мл кипятка, настаивайте 20 минут. Пить по 100 мл 2 раза в день после еды, курсом 3 недели. Этот настой мягко поддерживает сердце и улучшает кровоснабжение тканей, а значит и питание митохондрий. Но если есть серьезные сердечные заболевания или вы принимаете лекарства, консультация врача обязательна. И дальше я расскажу о витамине, дефицит которого после 50 встречается чаще всего и напрямую связан с усталостью. И вот мы подходим к веществу, о котором я говорю почти каждому пациенту после 50 – витамин D. По данным World Health Organization, его дефицит широко распространен у людей старшего возраста, особенно в странах с умеренным климатом. А исследования University of Oxford связывают низкий уровень витамина D с мышечной слабостью и хронической усталостью. Рекомендация простая – проверить уровень 25 OH-D в крови. Без анализа никаких высоких доз. В среднем профилактически применяют 800-2000 МЕ в сутки, но точную дозировку определяет врач. Самолечение здесь недопустимо. Следующий ключевой элемент – магний. Он участвует более чем в 300 биохимических реакциях, включая синтез энергии в митохондриях. Если у вас судороги в ногах ночью, раздражительность или учащенное сердцебиение, это может быть сигналом дефицита. Исследования National Institutes of Health подтверждают роль магния в энергетическом обмене. Чаще всего применяют магний-цитрат или глицинат в дозировке 200-400 мг вечером после еды. Но при заболеваниях почек прием возможен только под контролем врача. Теперь о силовых упражнениях. Да, после 60 можно и нужно работать с мышцами. Мышцы – это главный потребитель митохондрий. Простая схема для дома. Приседание у стула 10-15 раз, отжимание от стены 10 раз, подъем на носки 15 раз. Выполнить 2-3 круга 3 раза в неделю. Исследование McMaster University показывает, что силовые нагрузки стимулируют образование новых митохондрий даже у людей старше 70 лет. Главное, без фанатизма и с правильной техникой. Еще один важный фактор – белок. После 50 его усвоение снижается, а без аминокислот митохондрии не могут обновляться. Рекомендация – около 1-1,5 грамма белка на килограмм массы тела в сутки, если нет противопоказаний со стороны почек. Это может быть нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые. Исследования Tufts University подтверждают, что достаточное потребление белка поддерживает мышечную массу и энергетический обмен в пожилом возрасте. И, наконец, коэнзим Q10. Это вещество участвует в цепочке выработки энергии внутри митохондрий. С возрастом его уровень снижается. По данным Cleveland Clinic, добавки Q10 могут быть полезны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической усталостью. Чаще всего применяют 100-200 мг в сутки во время еды.
Но важно помнить, если вы принимаете препараты для разжижения крови или статины, необходима консультация врача. Дальше я расскажу о самом мощном естественном стимуляторе митохондрий, который не стоит ни копейки, и вы удивитесь, насколько он прост. И вот тот самый мощный стимулятор митохондрий, который не стоит ни копейки – холод. Да-да, не таблетки, а умеренное охлаждение. Исследования University of Copenhagen показывают, что кратковременное воздействие холода активирует бурый жир и усиливает образование новых митохондрий. Что это значит для вас? Начните с контрастного душа. 2 минуты теплой воды, затем 30 секунд прохладной. Повторить 3 цикла, закончить прохладной водой. Делать 3-4 раза в неделю. Если есть тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, обязательно консультация врача. Но для большинства это безопасный способ встряхнуть клетки. Теперь о кишечнике. Вы удивитесь, но здоровье митохондрий тесно связано с микрофлорой. Исследования University of California San-Diego подтверждают, что разнообразие полезных бактерий влияет на уровень воспаления и энергетический обмен. Поэтому ежедневно включайте в рацион клетчатку, овощи, зелень, квашеную капусту. Простой рецепт. Салат из капусты с морковью и ложкой оливкового масла, 150-200 граммов в день. Это улучшает пищеварение и снижает нагрузку на клетки. Очень важен контроль веса. Избыточная жировая ткань усиливает хроническое воспаление, а воспаление повреждает митохондрии. По данным Harvard T.H. Chan School of Public Health, даже снижение массы тела на 5-7% значительно улучшает метаболические показатели. Не нужно худеть резко, достаточно уменьшить порции на 10-15%, убрать вечерние перекусы и добавить ежедневную ходьбу. Постепенность – главный принцип после 50. Теперь о воде. Обезвоживание сгущает кровь, ухудшает доставку кислорода и питательных веществ к клеткам. Простое правило – 30 мл воды на килограмм массы тела в сутки, если нет ограничений по здоровью. Пить равномерно в течение дня, а не залпом вечером. Исследования Mayo Clinic подчеркивают важность достаточной гидратации для нормального обмена веществ. Чай и кофе не считаются полностью. Чистая вода остается основой. И еще один важный фактор – солнце и движение на свежем воздухе. Комбинация умеренной физической активности и естественного света регулирует циркадные ритмы и гормональный баланс. По данным Каролинского института, регулярные прогулки на дневном свету улучшают метаболизм и качество сна. 30-40 минут в парке или во дворе – это не роскошь, а вклад в работу ваших митохондрий. Дальше я расскажу о скрытых привычках, которые ежедневно крадут вашу энергию, даже если вы все делаете правильно. Сейчас я скажу то, о чем редко говорят вслух. Постоянная тревога буквально выключает ваши митохондрии. Когда человек после 55 лет живет в режиме хронического стресса, организм все время выделяет кортизол. Исследования Yale University показывают, что длительное повышение кортизола связано с ухудшением клеточного энергетического обмена. Что делать? Простая практика. 10 минут спокойного сидения без телефона, с медленным дыханием и расслаблением плеч. Делать ежедневно. Это не философия, это биохимия. И если вы хотите сохранить ясность ума, начинайте уже сегодня. Следующая скрытая привычка – постоянное сидение. Если вы проводите по 6-8 часов в кресле, даже при одной прогулке в день митохондрии получают мало сигнала к обновлению. Исследования University of Sydney подтверждают, что длительное сидение связано с ухудшением метаболических показателей. Решение простое. Каждые 60 минут вставать на 3-5 минут, пройтись, сделать 10 легких приседаний или подъемов на носки. Это улучшает кровообращение и питание клеток. Теперь о печени. Она играет ключевую роль в обмене веществ. Если питание перегружено жирной и жареной пищей, митохондрии в клетках печени страдают первыми. По данным Johns Hopkins University, умеренное снижение потребления насыщенных жиров улучшает показатели метаболического здоровья. Рекомендация – готовить на пару, тушить или запекать.
Уменьшить жареное до 1 раза в неделю. Это простой, но эффективный шаг. Очень важен уровень железа. И избыток, и дефицит могут негативно влиять на энергетический обмен. Исследования Cleveland Clinic подчеркивают необходимость контроля ферритина в крови у людей старше 50 лет. Не принимайте препараты железа без анализа. При подтвержденном дефиците дозировка и длительность курса определяются врачом. Самолечение может быть опасным. И, наконец, социальная активность. Вы удивитесь, но общение напрямую связано с биологическим возрастом. По данным Стэнфорд Университи, социальная изоляция повышает уровень воспалительных маркеров. Регулярные встречи с друзьями, участие в клубах, волонтерство – все это снижает стресс и поддерживает гормональный баланс, а значит и здоровье митохондрий. Дальше я расскажу о 3 шагах, которые можно начать уже завтра утром, чтобы почувствовать первые изменения в течение месяца. Итак, 3 шага, которые вы можете начать уже завтра утром. Первый – активное пробуждение. Проснулись? Не лежите 20 минут в телефоне. Встаньте, откройте окно, сделайте 5 глубоких вдохов и 10 медленных приседаний у кровати. Исследования University of Toronto показывают, что легкая утренняя активность улучшает чувствительность клеток к энергии и запускает обмен веществ. Это занимает всего 3-4 минуты, но дает сигнал митохондриям «работаем». Главное – регулярность, а не идеальность. Второй шаг – правильный завтрак. После 50 лет важно не перегружать организм быстрыми углеводами. Оптимальный вариант – омлет из 2 яиц с зеленью и овощами или творог 150 граммов с орехами. Такой завтрак дает белок и полезные жиры, не вызывая резкого скачка сахара. По данным Harvard Medical School, стабильный уровень глюкозы снижает окислительный стресс и поддерживает энергетический баланс клеток. Сладкий чай с булочкой – это быстрый всплеск и такое же быстрое падение энергии. Третий шаг – дневная активная пауза. Примерно в 14-16 часов, когда появляется сонливость, вместо кофе выйдите на 10-15 минут на улицу и пройдитесь быстрым шагом. Исследование Каролинска Институт подтверждает, что короткие периоды движения в течение дня улучшают метаболическую гибкость. Это значит, что митохондрии эффективнее используют и жиры, и углеводы как источник энергии. Теперь о народном средстве для мягкой поддержки сосудов и энергии. Настой имбиря. 3-4 тонких ломтика свежего корня залить 250 мл горячей воды, настоять 10 минут, добавить дольку лимона. Пить 1 раз в день после еды курсом 2 недели. Имбирь обладает умеренным противовоспалительным действием, но если есть гастрит, язва или проблемы с давлением, обязательно консультация врача. Народные средства – это дополнение, а не замена лечения. Очень важно помнить, митохондрии любят умеренность. Резкие диеты, изнурительные тренировки, голодание без контроля врача могут дать обратный эффект. По данным National Institutes of Health, постепенные изменения образа жизни дают более устойчивый результат у людей старшего возраста. Ваш организм после 50 – это не хрупкость, а мудрость. Ему нужен разумный подход. Дальше я подведу итог и дам план на 30 дней, который вы сможете сохранить и использовать как ориентир. Итак, обещанный план на 30 дней. Первая неделя – наводим порядок в основе, нормализуем сон до 7-8 часов, начинаем ежедневную ходьбу по 20 минут и убираем добавленный сахар. Вторая неделя – подключаем силовые упражнения 3 раза в неделю и корректируем завтрак в сторону белка. Третье – добавляем интервальную ходьбу и дыхательные практики. Четвертое – закрепляем режим воды, работу со стрессом и легкое снижение порций. По данным Mayo Clinic, именно поэтапные изменения формируют устойчивую привычку и дают метаболический эффект без перегрузки организма. Через месяц вы можете заметить, утро станет легче, мысли яснее, а усталость вечером не такой изматывающей. Это не чудо и не волшебная таблетка. Это результат того,
что митохондрии начали получать сигналы к обновлению. Исследования Harvard T.H. Chan School of Public Health подтверждают, что совокупность умеренной активности, сбалансированного питания и снижения воспаления влияет на биологический возраст клеток. И да, процесс идет медленно, но он идет. Важно понимать, если есть хронические заболевания, диабет, серьезные проблемы с сердцем, заболевания почек, любые изменения нужно согласовывать с лечащим врачом. По данным World Health Organization, индивидуальный подход остается ключевым фактором безопасности в пожилом возрасте. Наша цель — не экстремальные методы, а стабильность. Митохондрии любят ритм, предсказуемость и постепенность. И вот что я хочу, чтобы вы запомнили. Возраст — это не приговор для энергии. После 50 организм меняется, но он не ломается. Он просит другого отношения. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно важно свое здоровье. Поддержите канал лайком прямо сейчас, чтобы больше людей узнали, что усталость — это не норма, а сигнал. Напишите в комментариях, какой шаг вы начнете уже завтра. Это создает внутреннее обязательство и повышает шанс, что вы действительно начнете. Спасибо вам за доверие и за то, что провели это время вместе. Если информация была полезной, поделитесь этим видео с теми, кому за 50, и кто устал считать усталость возрастом. Подписывайтесь на канал. Впереди новые разборы здоровья простым языком и без запугивания. И помните, ваши митохондрии работают для вас каждую секунду. Помогите им, и они помогут вам жить активно, ясно и с удовольствием еще долгие годы. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.